Слышите? Нет. Вот, да, сейчас слышу. Окей. Ага, Да, отлично. отлично. Супер. Ну, во-первых, Стив, мой первый вопрос, да, как Да. у русского человека, это могу я перейти на «ты»? Могу я говорить на Конечно, «ты»? конечно. Я предпочитаю Да? идти на «ты». Это Ага, более, я не знаю, более неформально. натурально, да, более естественный, Да, скажем. естественно, да, это правда. Хорошо, спасибо. И первое, я хочу тебя поблагодарить очень за то, что ты уделил время, что ты нашел это время, потому что я счастлив, что я могу поговорить с тобой и задать тебе несколько вопросов. Ам, Я посмотрел несколько из твоих видео. Очень интересно, очень хорошие видео. Да. Спасибо. Когда ты, например, катался на лыжах А, в да, озере, как я да, понимаю. озеро, да. Очень, это может быть в Канаде, знаете. Да? Знаешь? Да, Ну, очень я, похоже. я не был в Канаде, но да, я понимаю, что Канада и Россия, они похожи в плане погоды. Очень, да. Да. Ну, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот ты, я знаю, недавно приехал из Европы. Да, ты Да. ездил в Европу. А можешь чуть-чуть рассказать, куда ты ездил, что ты делал? Может быть, это была конференция полиглотов и Нет, нет, еще нет. что-то? Это было... Во-первых, я хочу, как это сказать, знаешь, я говорю по-русски, но я говорю может быть, не так свободно, как несколько лет тому назад, потому что сейчас, последние несколько лет, я занимаюсь другими Ну языками, да, да. арабский и так Арабский, далее. персидский Ага. и тоже украинский, который может смешивать с русским. Я Это не понимаю. важно. Это не важно, Язык — да. это для общения, да, это Мгм. не важно. Я согласен. Ошибки, не ошибки. Но я был с женой, мы были в Европе, Мгм. потому что это был наш, это 50 лет свадьбы, Это годовщина, да? годовщина, Годовщина. да? Вау, слушай, Мы поздравляю. решили, да, 50 лет. И жена, ей очень нравится играть в гольф. Ага. И в Испании был академия гольф в Мгм. Каталонии, в Хирона. И мы Мгм. решили там участвовать. И никогда мы не были в Хорватии. Хорватия, как это Мгм. сказать по-русски? Хорватия, да, Хорватия. Хорватия. So, мы были 10 дней в Хорватии. В Хорватии. Хорватия. Очень Ага. красиво. Берегу. Ага. Были тоже у Сараево. Ага. Очень красивые Да. горы. И очень красиво. И потом 10 дней в Испании. Мгм. Вот сразу вопрос такой, да, два вопроса у меня сразу появилось. Первое — это вот одна вещь, да, один секрет от Стива Кауфмана. Как прожить 50 лет с женой? Как это можно? Вот один человек, вот какой-то есть секрет или совет для молодых людей, кто вот хотят Да. тоже столько долго Там, прожить? как это сказать? Надо думать, что вы не все, я не могу все решить, Мгм. я должен признать, что у нее есть свои жизни и Ага. свои проблемы, Ага. и может быть, например, и когда у нас были споры, это были, когда, например, у работы очень занята, очень Мгм. много проблем, все этого. И когда я возвращал домой, Мгм. но у жены есть свои проблемы. И М. может быть, с ребенком, с детьми, что угодно. И надо не только думать о себе. Ага, понятно. То есть нужно уметь договариваться и не быть слишком эгоистичным, да? Да, договариваться и, как Компромиссы, это может сказать, быть. эм, я забыл мой русский.
Уважать. Уважать. Уважать друг другом. Уважать. Взаимно уважать. Это очень Взаимное важно. уважение, да? Хорошо, Уважение. спасибо. И вот второй вопрос, это, скажи, вот в твоих путешествиях, ты много очень путешествуешь, да? Ну, я тоже немного путешествую, и мне интересно, вот русский язык, ты его часто используешь в путешествиях? Часто ли он тебе помогает? И вообще, помогал ли когда-либо тебе русский язык в путешествиях? Может быть, в Хорватии? Конечно, окей. Во-первых, я начинал изучать русский, когда у меня было 60 лет. Да? Ого. И это для меня было большое открытие. Да? Это открывает дверь не только на русский мир, скажем, русская литература, русскую культуру. Это и чешский, и польский, и украинский. Все славянский мир. Есть и романс, like, how do you say, romance language, языки, да, романские языки, наверное, романские есть, и азиатские есть. Латинские, наверное. И на определенной степени есть связи между арабский, персидский, турецкий. И каждый раз, когда я изучаю новый язык, это открытие. Да. Ну, конечно, русский язык — это российская литература, российские истории, и в случае русского языка есть очень много очень хороших аудиокниги. И это не случай, например, в испанский, где нет так много, но в случае все. И я мог, например, я люблю литературу 19 века. Или начало 20 века. И все это бесплатно может найти в интернете. Я могу импортировать на линк, чтобы сохранять слова и фразы. Я много-много слышал. И это было очень-очень полезно. Очень, да, это было очень... я наслаждал. Это было очень-очень хорошо. Приятно. Но когда я путешествую, конечно, в Израиле, да, я не говорю по-еврейски. Но на иврите. в Израиле, если человек не знает английский, и это редко, но если не знает английский, это человек из России. Бабушка, которая работает в или в, how do you say, супермаркет. Да, супермаркет. Супермаркет, я могу по-русски. Они очень довольны, когда я с ними говорю по-русски. Конечно, в Украине, в Киеве и потом на восток все говорят по-русски. Но когда я в Львове, я пытаюсь говорить по-украински, но они тоже, конечно, говорят по-русски. Ну да, многие. Иногда, в Испании там тоже было достаточно много людей из России. И это когда я слушаю или русский, или китайский, или что-то, язык, который я знаю, но я люблю с ними, с этими людьми начинать говорить. Да? Это случается. Кроме этого, let's see, но хорватские, они очень хорошо говорят по-английски. Я удивлен уровень английского языка. Я попробовал изучать немножко хорватский, потому что с чешскими и русскими это не очень сложно. Но они очень хороший уровень английского языка. Но в Боснии меньше. Поэтому в Боснии я мог говорить немножко по-хорватски. То есть получается, что... Этого русского языка. Ну, конечно, старые люди, я думаю, в Линк, например, наш был член из Литвы, из Польши, и старые, 50 лет и побольше, они тоже говорят по-русски.
Мгм. Да. А скажи, пожалуйста, вот помнишь ли ты тот момент, когда ты только вот начал, тебе пришла в голову эта идея, что, блин, я хочу выучить русский язык. Вот помнишь ты тот момент, вот этот момент? Да. И вот как это было, и вот как ты начал? Если можешь даже рассказать, вот если ты Да, помнишь, вот, ну, вот какие были твои шаги? ну я всегда, мне нравилась русская литература. Мгм. Я читал Достоевский, Толстой, когда у меня был 18 лет, да? Ага, Мы по-английски. ага. И, ну, мне казалось, что будет интересно читать русскую литературу по оригиналу, по-русски. Мгм. Но, Понятно. скажем, почему я начинал? Потому что я всегда думал, что чтобы учить языки, не надо сосредоточиться на грамматике. Мгм. Это, наоборот, имеет много негативных итогов. Да? И Мгм. люди мне сказали, это может быть работает в случае, я не знаю, китайский, японский, но Мгм. русский язык Мгм. очень сложно. Да, Грамматика вот. очень сложно. Это не Вот. работает. Я Что, сказал, окей, работает или не работает? работает, но, Да? знаешь, я не могу. Конечно, надо посмотреть, да, Мгм. грамматика, надо что-то познакомиться. Мгм. Но я не думаю, что мы можем, потому что русская грамматика очень сложная. Да. Много правил, много объяснения. И если у тебя нет достаточно опыта Мгм. с языком, значит, после того, что ты много слышал, Мгм. много читал, Мгм. имеет чувство, да, Ага. Мгм. про язык. Если у тебя есть, ты можешь потом сосредоточиться на На грамматике, грамматике. потому что объяснение имеет связи, значения, Мгм. говорят о вещи, которые ты уже знаешь. Если Мгм. ты не знаешь этого, нет Мгм. это опыт, и люди тебе скажут, да, купить, покупить, завтра, да, кончено, не кончено, обычно. Понимаю, но или не понимаю. Мгм. Если у тебя нет опыта, ты не верит это. Это Мгм. слишком сложно. Не может быть так сложно. И Мгм. потом, когда у тебя уже есть Этот это опыт. опыт, да, но сейчас я понимаю, я много Ага. раз видел, и сейчас это имеет значение, и процесс это понимать правил, и потом вспомнить, Мгм. и потом использовать. И это Мгм. тоже очень сложно. Так и русские люди, которые знают, что в принципе на английском есть articles, да, Мгм. знают. Мгм. Но использовать это другой вопрос. Да, я понял. То есть, получается, Это другой знать... вопрос. Потому что в русском языке нет. И это в той же самой ситуации для нас. Для нас. Мгм. У нас нет совершенного вида, несовершенного вида, нет. Мгм. Поэтому даже если я понимаю, Мгм. когда я говорю, это очень сложно. Понятно, то есть нужно различать, да, две вещи. Первое — это как бы такое понимание, да, вот такое теоретическое, что, да, я понимаю, что там есть артикль такой, есть артикль сякой, есть там совершенная Да, форма, есть несовершенная форма. А другое дело — это уже иметь опыт,
да, какое-то вот взаимодействие с этой грамматикой, и тогда уже это все свяжется воедино. То есть, если ты просто учишь, то ты как бы, это как, не знаю, как вот какую-то, знаешь, как в физику, ты сидишь, ты что-то на доске рисуешь, да, закон тяготения, например, но ты не понимаешь, что вот он, да, вот это Да, закон, да, физический да, да, закон. Ты видишь да, только да, вот эту штуку на доске, да, так же и да, здесь, то есть практика и теория. А вот скажи, пожалуйста, вот если мы говорим про русский язык, да, то да, вот есть огромное количество, да, вот грамматики. Например, давай возьмем падежи или вот глаголы движения. Да, да, там, очень сложно. ходить, подходить, приходить, заходить, уходить, находить. Жесть. Вот. Кошмар, Да, кошмар. как мы живем. Вот. И вот вопрос такой, если ты, ну, начинаешь, да, или продолжаешь изучать язык, если ты еще не мастер, да, не А, сенсей, то как тебе понять, что нужно учить, а что не нужно? То есть вот есть, допустим, не знаю, список из 1000 глаголов движения, да, разных форм. да. Вот как выбрать, я думаю, я уверен, что нужно выбрать минимум какой-то, и все остальное пока не думать. Пока не думать об Это этом, вот, зависит от цели. ага. Для меня, чтобы понимать, да, когда Мгм, больше всего я слушаю и читаю, потому мгм. что здесь, в Ванкувере, нет много людей, с кем С кем ты можешь поговорить? кем-то мы говорим. Но я Ага. слушаю, я же читаю. Мгм, И да, доедет, ехать, ездить, окей, я понимаю. мгм. С точки зрения понимания нет никакого проблемы. Окей? Ага. Это проблема. Как, вот вопрос, как ты это понял? То есть просто учебники по грамматике или вот как... Ну, я читаю, конечно, я читаю эти правила, но я не думаю, что я мог это вспомнить и Ага, не использовать. ага. Но когда я это вижу, я слушаю, я вижу, я читаю, Мгм. э, потихоньку, да, шаг за шагом, я начинаю это использовать более и более корректно. Ага, И если понятно. я каждый раз должен думать, если это доехать или поехать или что-то, я не могу говорить. Да. Поэтому я иногда читаю, я думаю, между прочим, я думаю, что когда, например, мой уровень русского языка, я, ну, почти все понимаю, не все, но понимаю. Мгм. Почти все. У меня есть огромный пассивный словарный запас. Мгм, Но я очень редко говорю. мгм. Если я сейчас буду сосредоточиться на на русском, На чтобы русском. улучшить мой уровень, Мгм, говорить более корректно, да, мгм. я хотел бы читать грамматика на русском языке, М, объяснение по-русски, и все мгм, по-русски, и слушать, и мгм, слушать. мгм. Много уроков, где урок будет на русском, и объяснение на русском, и я думаю, что через этого я мог немножко улучшить мой уровень. Мгм. И более того, если я буду жить в России, да, 3 Мгм. месяца, значит, я буду общаться с россиянами, да, Мгм. ну, через мой, я буду пытаться это использовать, и я буду это слушать, и понемножку будет лучше мой. Но Понятно. здесь, в Ванкувер, это очень сложно. Поэтому я знаю, что тем более я говорю, тем более я говорю корректно. И если Мгм. долго, как сейчас, долго не говорит, но будет Ну, более, тяжелее, да. больше ошибки, Больше больше. ошибок. Но это меня не Не напрягает, да? напрягает. Люди меня понимают. Мгм. Я говорю, ты меня Да. понимаешь, да? Да, абсолютно. Да, я могу Нет, общаться. Я я понимаю, согласен. люди меня Да. понимают. Окей. Но если я хотел бы это, ну, мастерства не существует. Но Мгм. если я хотел улучшить мой уровень, ну, Мгм. я буду читать книги про русского грамматика по-русски.
Мгм. А вот скажи, с какого момента нужно стараться начинать изучать русский язык, ну или там английский язык, да, русский на русском, английский на английском, то есть вот не использовать свой родной язык. То есть если я, например, изучаю китайский, да, то изучать китайский на китайском, да, или если я изучаю русский, то начать изучать русский на русском языке. Вот с какого момента это лучше сделать? Но я думаю, это вопрос вкуса, да. Э, Я думаю, что словаря я предпочитаю двоязычные. Мгм. Потому что я хочу очень... Я могу сказать, сейчас на мой уровень русского языка это не важно. Я Мгм. могу использовать или русский-русский, или русский-английский, это не важно. Мгм. Но насчет объяснения, грамматика, потому что читать это по-русски, это тоже хорошее для моего понимания. Мгм. Для меня изучение языка – это input, Мгм. количество input. Мгм. Это время, количество, Мгм. слушание, чтение. И если я должен это читать по-английски, это минус. Это минус Если я время. могу, время, то я Мгм. сейчас. Но если у меня нет этого уровня, но лучше читать по-английски, французский язык, Мгм. который я То очень есть хорошо пол- знаю. получается, что знаю. ну, все по твоему желанию, да, но в принципе, чем раньше ты это начнешь, тем как бы ты будешь более эффективно использовать свое время, да, то есть ты, может быть, И, вначале будет знаешь, трудно. все-таки, даже если я буду читать про грамматику, да, Мгм. на русском, Мгм. это будет, может быть, 5% моего времени. Ага. Мгм. Ну, Больше понятно. всего я буду читать и слушать вещи, я не знаю, аудиокниги, история, Мгм. литература, такого рода Мгм. содержания. Я не Мгм. буду использовать 50% моего времени, чтобы читать. Потому что, когда ты читаешь объяснение про грамматику, ты это почти все не будет вспомнить. Мгм. То есть ты К не ты сожалению. забудешь это, да, все? Это будет ничего нет, да, к сожалению. Понимаю, понимаю. Вот. Если я читаю или слушаю, например, Борис Акунин, Мгм. история русского тренирования для русского языка, это Мгм. интересно. Мгм. И я могу узнать много новых вещей. Мгм. Грамматика это всегда та же самая вещь, которую я не могу вспомнить. Мгм. Я потом читаю, Классно. Супер. Вот у меня такой вопрос. Вот очень многие на Ютубе, ну и ты тоже, и, ну, в принципе, все люди, да, очень много говорят о мотивации, что Да, да. мотивация — это номер один, да, у тебя должна быть мотивация, мотивация, мотивация. Вот несколько дней назад я был на одном бизнес-форуме, Мгм. и я не помню, это сказал то ли Арнольд Шварценеггер, то ли другой спикер. В общем, но была такая идея, что мотивация — это хорошо, но обязательно должна быть дисциплина. Потому что мотивация, она уходит, да, и приходит. То есть ты не можешь как бы всегда быть 100%, да, вот мотивированным. Иногда нужна дисциплина. Вот что ты об этом думаешь? Мотивация, дисциплина. Вот как? Ну, скажем, если ты идешь в тренажерный зал, Мгм. так сказать, да, по-русски, Да, да, тренажерный зал, да, да. да, Вот супер. у тебя есть мотивация. Мотивация стать сильнее, или я не Мгм. знаю, у тебя есть мотивация, да. Э, Дисциплина – это итоги мотивации. Ага. Дисциплина — это Если у итоги тебя нет мотивации, ты не будешь иметь дисциплину. Ну Дисциплину. хорошо, а вопрос такой вот армия, да, например, армия. В армии Да. есть дисциплина, но я думаю, что в армии у людей нет мотивации. Вряд ли у кого-то есть мотивация «я хочу убивать, убивать». Ну, конечно, но армии это не так, скажем, изучение, Мгм. э, То есть это... изучение языков, Ага. языка, Языков. Мгм. языков. То есть Это
немножко разные вещи, да? Это вещи, которые я занимаюсь. Я Мгм. хочу это делать. Мгм. Армии, если ты профессионал, это чтобы получить деньги, Мгм. или, how do you say, conscript, как это сказать? Conscript. Conscript, это не профессионал армии, но каждый мужик должен идти на армию. Это когда есть Ну, это регулярная армия называется. регулярная армия. У Ага. тебя нет выбора. Да. Ты и ты делаешь, что скажет, говорят Ясно. офицер. Ага. Это я не думаю, что это вообще может сравнивать. Мотивация. Я предпочитаю использовать термин отношения. Мгм. Отношения включается мотивация, Мгм. самоуверенность, это язык тебе нравится, Мгм. способ изучения, ты уверен, что это хороший. Есть много элементов, факторов, Мгм. Мгм. которые, скажешь, включаются в термин отношения. Это Ага. важно. Мотивация Понятно. это один. Ну, конечно, и мотивация это, конечно, очень важно, но надо создать новые привычки. Ага. Новые привычки, да? Новые привычки. Поэтому, но сегодня я не хочу изучать Мгм. перский, Вот, что арабский. делать? Что делать? Это Вот делать. Но я у смотрю, меня вот есть сегодня привычка. не хочу. Да, да. Ну, поэтому должен делать вещи, которые я Которые как люблю. бы... Ага. Которые тебе дают мотивацию, которые тебя заряжают энергией. Не обязательно дают мотивации, но это очень легко делать. Не Ага. трудно. Поэтому, если, окей, сегодня я буду изучать глагол движения. Мгм. Это 1000 раз, который я читаю это объяснение, не Мгм. хочу, Мгм. баста. Но сегодня я возьму мой, what do you call them, Наушники. AirPod, и я буду Наушники. слушать что угодно, Ага. по-русски, по-перски, по-арабски. Это очень легко. Ага. Нет противостояния. Это очень легко. Я Мгм. возьму, потом я готовлю завтрак, Мгм. и потом я в машине, я езжу, you see, I have to think. Езжу. Езжу Ага. в офисе, я слушаю. Ага. Это не сложно. Ясно. Для меня это уже привычки. То есть, если выбирать между как бы тем, что надо делать, и между тем, Ага. что тебе нравится, то лучше стремиться большую часть времени изучать, да, или осваивать, да, вот как вот это вот acquisition, И осваивать язык как бы так, чтобы тебе нравилось, да, лучше мгм, больше времени посвящать тому, что тебе нравится, правильно? да. И для меня есть такого, скажем, order, я забыл мой русский, Порядок. порядок, да. Мгм. Самое легко это слушать. Мгм. Окей. Я слушаю, но, может быть, я не понимаю. Есть Мгм. часть содержания, которое я слушаю, я не понимаю. Мгм. Но из этого мотивация растет, Мгм. любопытство растет. Да, Что любопытство. этого? Я не понимаю. Что Я не он понял. сказал? Я не понял. Но я буду читать. И Ага. когда я читаю, есть слов, которые я не понимаю, но буду Мгм. искать в словаре. Ага, то Или есть... есть формула грамматическая. Для чего это кончение падежи, бла-бла-бла, я буду искать. То Мгм. значит, все для меня начинает слышать. Мгм. И из этого растет любопытство, да? Да, да, Любопытство, любопытство. мотивация, и это how do you say,
это меня Да, это толкает тебя. толкает меня искать другие вещи. И у меня нет проблем. Это нет, я не каждый день, сегодня я хочу изучать движения. Нет. Понятно. То есть получается, что все идет как бы от контента, от контекста. Я не очень люблю слово контент. Оно немножко такое контент. Ну, ладно. Вот, то есть все идет как бы от того контента, который ты слушаешь или смотришь, да? Если тебе нравится, то у тебя как раз появляется это любопытство. А что он сказал? Дай-ка я посмотрю. И ты смотришь там глагол движения, да? Или а что он сказал? Смотришь грамматическую какую-то справку, да? То есть ты как бы, тебе интересно, и это тебя как бы провоцирует, да, вот выхватывать какую-то информацию. Правильно я понимаю? И, конечно, когда мы начинаем, да, мы не можем, Стивен Крашен всегда говорят, что надо использовать compelling input, да, интересное содержание. Это невозможно, когда мы начинаем. Поэтому первые 3 месяца я, например, на мой случай, я использую наши mini-stories. Много повторения. Да, я слушал тоже. Потом я хочу начинать с интересного содержания. И это, конечно, очень сложно в случае персидского. В случае персидского языка. Арабского языка. Когда я попробую слушать, например, подкаст из Аль-Джазира, это немножко слишком сложно. Надо искать что-то между. Что-то между. В случае европейский язык, это, например, в случае украинский язык, я мог после очень короткого времени начинать слышать аудиокниги про украинскую историю, бла-бла-бла-бла, потому что это не так. Это то же самое в случае, я не знаю, или румынский язык, это очень похоже на итальянский, словарный запас, да. Но поэтому не каждый язык, когда уже ты знаешь, скажем, 5000 слов, и ты можешь начинать слушать интересные вещи. Например, в случае китайского языка вот, да. очень хороший. Вот у меня как раз вопрос про китайский язык, потому что я 2 года сам вот жил в Китае, но я никак не мог вот овладеть этим языком. И вот сейчас я пытаюсь, я сижу, я слушаю, у меня есть там флеш-карточки, HSK 1, 2, 3, вот я купил книжку, читаю истории, но сложно, прям ты слушаешь, и, очень тяжело, даже самые элементарные вещи, вот прям вот так вот идет мой китайский путь. Надо много слушать. Знаешь, у меня есть статистика. Конечно, в линк я никогда не учил китайский язык, но по-русски я читал 2 миллиона слов. Это наша статистика. И это не говоря о книге, которая у меня есть по-русски. И я слышал, я не знаю, сколько, может быть, 1000. Знаешь, было время, я слышал аудиокниги Достоевский, Куприн, Островский, Тургенев, «Отцы и дети». Я много слышал. И потом было время, ты знаешь, есть такая радиостанция «Эхо Москвы», которую я знаю не очень много русских не любит. Но там каждый день есть 10 интервью. Звук и текст. Каждый день. И я могу в течение, я не год, каждый день у меня были. Там есть все. Есть люди, которые я совсем не люблю, и есть люди, может быть, голос мне нравится, или содержание мне нравится, и я это каждый день скачал, звук, 5 интервью, и я слышал. И потом вечер я буду читать. Потом там были несколько частей, которые я не очень хорошо понял. Но каждый день, 5 интервью. Это очень...
Это очень интересно. Это Я супер. много знал ситуации в России. Это для меня не важно. Я не живу в России. Но много споров, бла-бла-бла. Ага. То есть реальный язык, да, получается? Такой просто input прям... И всегда текст. Аудио с текстом. Аудио и текст. Это рай, это самый лучший источник для изучения. Если в каждом языке были Эхо Москвы. Эхо Москвы, я не говорю, это не вопрос политика. Я могу слышать Джуганов, я могу слышать what's his name, Жириновский, я могу слышать что угодно. Это не важно. Это не важно. Понятно. Хорошо. Вот скажи такую еще вещь. Вот мы все знаем о плюсах языка, о плюсах гаджетов, да, гаджетов, технологий, там вот мобильных телефонов, компьютеров. Конечно, есть очень много плюсов. Вот видишь ли ты какие-то минусы в использовании гаджетов, не в использовании гаджетов, вернее, а в том, как это влияет вот на, ну, не на жизнь людей, но в частности на изучение языка. Вот один пример, да, вот я часто замечаю, что мобильный телефон, да, интернет, компьютер, они очень сильно тебя отвлекают. То есть людям очень сложно сфокусироваться и, допустим, взять, сесть и 30 минут, да, заниматься языком. То есть тебе уже хочется, 5 минут ты посидел, тебе уже, что там, ну, а может быть вот это, а может быть вот это, а может быть вот это. То есть расфокусировка такая идет. Вот есть ли минусы? Есть, конечно, есть. Есть, но это вопрос дисциплины. Ага. Понятно, то есть нужно... Все-таки у меня нет мой iPhone, но там есть мой iPhone, есть на, я не знаю, 20 языков. Больше содержания аудио с текстом и возможность искать declension я не знаю, французский, испанский. Все есть. И 20 лет тому назад в университете были лаборатории язычные, я не знаю, как это сказать по-русски, но мой iPhone намножко сильнее, чем библиотека, да, вот чем все вот это. Да. Это. Но, конечно, когда я читаю по-персидски, и я слушаю и читаю, и иногда очень полезно. Еще один. Сейчас люди изучают, например, китайский характер, иероглиф, через интернет. Да. Я это все должны писать. И я думаю, что это сейчас... Это был хороший. Я много писал. Я писал рукой. Рукой, да. Рукой. Это немножко минус. Но я думаю, что если сравнивать, все-таки сейчас лучшее время для изучения. Для изучения языка, да. Но нужна дисциплина. Я тоже. Я читаю и в линк, да, iPad. iPad это очень легко быть привлекать другие вещи. Я хочу... отвлекаться, да, на другие вещи. Что случилось, я не знаю, бла-бла-бла-бла. Да. Но есть негатив, есть минус. Есть минус, но... Плюсов больше, да? Плюсов больше. Хорошо, а вот скажи, такой есть тоже сейчас минус с большим количеством разного контента, да, я сейчас не говорю, нет, конечно, есть проблемы с контентом, да, что тебе сложно подобрать контент, который бы соответствовал твоему уровню, да, был бы чуть очень выше, сложно. То есть, чтобы вот так, но в общем есть... Если ты, допустим, хочешь изучать английский язык, да, есть 20 тысяч YouTube-каналов, есть 50 тысяч подкастов. То есть вот и
часто люди становятся не изучающими язык, а коллекционерами. Да? Они коллекционируют подкасты, YouTube-каналы и так далее. Но вот что ты можешь посоветовать? Лучше все-таки взять что-то конкретное и вот изучать? Или все-таки вот это чуть-чуть тут, чуть-чуть там, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть тоже нормально? Конечно, это проблема в случае английского языка. Это не существует в случае персидский, арабский, турецкий. Okay? Я надеялся, что эта проблема существовала для меня. Но надо искать источник, который для тебя интересно. Может быть, подкаст о, я не знаю, маркетинг, диджитал-маркетинг, может быть, о истории, может быть, о поп-музыке, что угодно. То есть не для изучения языка, да, скорее, а на тот топик, который тебе нужен. Вопрос топик. Потому что содержание, скажем, уроки для начинающих, только на случай английского языка, где все по латинский алфавит, и даже для людей, которые, в принципе, читают по-кириллски, латинский алфавит, это несложно. Это не как арабский или китайский. Поэтому 3 месяца, 5 месяцев, баста, это достаточно. Потом надо искать что-то интересного. И это зависит от... И надо там... например, я ищу, да, подкаст, и не 10, ну, 1, 2, и каждый день я питаюсь. Слушаешь его. Потому что это, если ты любишь голос, ты любишь содержание, это самое лучшее. И если ты не очень доволен, ну, надо продолжаться искать. Хорошо, вот того, что ты имеешь что-то хорошее. А вот как максимально эффективно потратить вот эти 3 месяца? Ты говоришь, ну, да, плюс-минус 3 месяца. Как максимально эффективно их провести, чтобы быстрее смочь вот понимать контент Для меня это так называемые point of view stories, так наши mini-stories, окей? После того, что я начинал использовать mini-stories на греческое, румынское, what else did we have here? Украинский, персидский, арабский. Я изучаю турецкий. Я изучаю быстрее, чем как бы то ни было. Point of view — это... Много повторения, то же самое содержание, но точки зрения меняются. Я что-то делаю, или я Маша что-то делает, или она это сделает, и все меняется. И я очень для людей, и мы это делали в линке по-английски, и потом переводили на разные языки, да? Переводили на 30 плюс языках. Но я очень хотел бы, чтобы в случае славянского языка или славянских языках, славянских языков будет то же самое. Потому что проблема в каждом языке другой, разный, да? И то, что мы делаем для английского языка, конечно, это работает, но будет лучше, если будет, например, один история совершенно вид, и другой несовершенно вид, или ездили, ехали, бла-бла-бла. То есть вариации. Да. И я думаю, что когда мы начинаем, наша мотивация, по крайней мере, на мой случай, я очень мотивирован. Я хочу знать, что такое этого языка. Что такое. Для меня это интересно. Поэтому содержание не очень интересно. Но это все. Я ничего не знал. Это звук, это noise. И потом сейчас я что-то понимаю. Я очень это мотивирует. И потом начинает новый этап, где у меня есть ощущение, что нет прогресса.
Ага, ну да, плато вот это, да, так называемое. Поэтому я всегда скажу, всегда говорю, что это хоккей-стик, как это сказать? Хоккей-стик? Стик. Палка? Ага, но upside down. Ага. Изогнутая палка? А, палка наоборот. Хоккей-стик это так, да? Ага. Upside down, так, вы начинаете очень редко, Ага. и есть прогресс, чувствует прогресс. Ага. 3 месяца я понимаю, я могу что-то сказать. И потом... ну то есть вот так вот, да, оно как бы идет уже. Да, точно. И потому что... what's it called again? Хоккей-стик, это клюшка, хоккейная клюшка. Клюшка. Все, да, точно, да. Это же Канада. Upside down. Наоборот, сверху вниз. Сверху на низ, так. Ага. И how do you say frequency? Частота? Частота. Частота. Ну, да. Как знаешь, часто. Очень быстро падает. Да? Ага. Первые 50 слов очень часто появляется. Да? Это очень легко учиться. Потому что это очень часто I, you, go, we, they, give, take. Очень часто. Но потом очень быстро падает. И что такое? Boy, I'm going into Japanese now. Лучше на китайский. Нуждается. Ага. Даже частности, очень низкие частности слов очень нуждаются, чтобы понимать, да? Поэтому очень быстро падает, то значит, чтобы выучить новые слова, это станет сложнее и сложнее. Ага, то есть нужно чаще повторять и повторять, да? Ну, я могу повторять, когда я начинаю, и там будет наша мини-stories очень высокий частность слова использовать, я очень сосредоточиться на это словарный запас. Но потом станет сложно. И у тебя есть ощущение, что нет прогресса. Поэтому в это время очень важно, чтобы содержание будет интересно. Ясно. Поэтому... То есть, когда ты достиг вот этой точки, этого плато, да, то тебе нужно просто быть очень заинтересованным, да, и тогда у тебя будет мотивация, и тогда ты будешь все равно идти, а потом хопа, и ты уже где-то вот здесь, да. Точно. Хорошо, Стив, последний буквально вопрос к тебе есть у меня еще. Вот ты был в России? Расскажи. Да? Я был в России 7 лет тому назад. Ага. Я был в Санкт-Петербурге и в Москве. Москве. И потому что это было время, когда я очень сосредоточился на русском языке. Я очень хотел посетить Россию. Скажи, пожалуйста, вот одна вещь, что тебе понравилось, и одна вещь, что тебе не понравилось в России. Вот можешь сказать? Потому что всегда интересно такое полярное мнение. Ну, понравилось много чего. Во-первых, посетить страну, где говорят на том языке, который ты изучаешь. Это рай, да, это рай. Потому что я живу в Канаде, я читаю, я слушаю. И когда, вау, все говорят по-русски. У тебя было такое, что, на каком языке они говорят, я не понимаю, что? Нет? Не. Это был для меня, это был вау, очень мне нравилось. Ну да, ты же слушал «Эхо Москвы». После «Эхо Москвы», после такой практики проблем не будет. «Эхо Москвы» и Тургенев. И потом обычные люди говорят по-русски. Вау. И я был в Санкт-Петербурге, конечно, это был июнь месяц. Белые ночи.
11 часов, 12 часов ты можешь погулять, можешь кататься на корабликах. Да, очень полезный, очень хороший. Кстати, а вот в Канаде есть белые ночи? Ну, конечно, если ты знаешь, в Санкт-Петербурге это очень от севера, да? И это зависит от... Когда я работал или я был участник в лесопильный завод в Северной Канаде, там то же самое. Тоже белые ночи. Да, а вот что тебе не понравилось? Не понравится. Ну, понравилось. Например, я ездил в высокоскоростный поезд. How do you say? Высокоскоростной поезд. Высокоскоростный поезд. Очень хороший. И... Нет, конечно, в Санкт-Петербурге или в Москве, когда вы в центре, очень красиво. И когда вы немножко гуляют немножко подальше, немножко меньше. Скажем, уровень здания, уровень, how do you say, maintenance, уровень... Ну, в общем, состояние, да, вот состояние, в котором здание. Не всегда очень хорошее. Но и все, есть такой, у меня всегда ощущение и в Восточной Европе, и в Хорватии, и в Чехии, люди в сектор обслуживания. Да, сектор обслуживания. Не очень любят свою работу, скажем. Что хотите? Ну, что, да. Почти, да. Что, по-русски не говоришь? Ты по-русски не говоришь? Ты что, пришел, да? Ты не говоришь по-русски? Уходи. Просто многие... Это часто, это так есть, надо привыкнуть. И это очень интересно, потому что, например, я купил билет, да, для поезда. Да. И, в принципе, я понимаю. Но если у тебя нет опыта, это сложно. Конечно. Там была очередь, и потом я, и передо мной бабушка, да? Я совсем не понимаю. Но надо купить билет, чтобы ехать. Пожалуйста. Вы можете повторить, пожалуйста. Конечно. Потом я понял, и если я буду это потом второй раз делать, все уже в порядке. В порядке. Нужен опыт, да? Это не только в России. В каждой ситуации надо иметь опыт. Даже если у тебя язык есть, мы всегда, если мы можем более-менее, how do you say, anticipate, если... Что будет, так более-менее. Ну да. Да, там не всегда очень... Потом, наоборот, люди в улице или в метро очень любимые, очень, how do you say, если я, как... То есть они очень... я вам объясню, я иду с вами, и бла-бла-бла. То есть отзывчивые люди, да? Отзывчивые. Отзывчивые. Да, отзывчивые, ну, когда они отзываются. То есть, когда ты спрашиваешь, они тебе отвечают. Да, помогают тебе. Это есть две мира. Сектор обслуживания и обычные люди.
Ясно. Ладно, хорошо, Стив, спасибо тебе большое. Вот, я хочу еще раз тебе высказать свою благодарность. Вот, низкий поклон за всю твою работу, за твой канал. Если кто-то еще не был на канале Стива, обязательно... Ну, я уверен, что все знают про него, но если кто-то не знает, то обязательно зайдите. Вот, ссылка Спасибо, в описании. Заходите тоже на линк, потому что это классная платформа. Я туда тоже чуть-чуть контента выложил, но я буду выкладывать еще обязательно. Спасибо. Вот, так что, Стив, если у тебя будет желание попрактиковать русский, ты знаешь, куда обратиться. Да, и я думаю, что твой канал в YouTube — это очень хороший. Я видел несколько видео, и ты говоришь очень медленно, и там есть субтитры. Субтитры, да, субтитры. Да. Если я буду сейчас начинать и читать, изучать русский язык, обязательно я буду смотреть все твои видео. Спасибо, Стив. Можешь еще слушать мой подкаст. Окей, подкаст я не слышал, но это подкаст, это для меня это лучше, потому что не надо садиться перед экраном, да, перед компьютером, я могу, да будет новый «Эхо Москвы». Все, теперь у меня есть цель. Я должен из своего подкаста сделать такой же крутой подкаст, как «Эхо Москвы». И у тебя есть транскрипт, как я видел. Да, конечно. Мой подкаст есть транскрипт. Это классно. Обязательно. Это очень хорошо. Хорошо. Окей. Спасибо, Стив. Все, спасибо тебе и до встречи. Все, пока-пока. Пока.